Всем сахалинский привет! Да, давненько мы с вами не общались из-за наших погодных условий. Муж у меня работал дома по удаленке, а он у меня работает не просто вот так вот на компьютере, а практически весь день общается по видеосвязи со своими коллегами. Поэтому я не могла вот так в полном объеме сесть и начать разговаривать во весь голос, вот так вот в полный голос разговаривать на камеру. Ну, потому что я мешала бы своему мужу. Хотя он говорит, что нет, но мне все-таки как-то неудобно. Вдруг где-то что-то как-то, ну, неудобно. Во-первых. Во-вторых, и муж, конечно же, тоже бы мешал мне, он бы был где-то там на заднем фоне. Поэтому сегодня мы можем с вами в полном объеме насладиться нашим общением. И сегодняшнее видео у нас будет посвящено вопросам и ответам. Я, конечно же, для себя написала вопросы ваши, для того, чтобы ничего не забыть. Написала вопросы, те, которые вы мне задавали и на канале Швейная продленка, и на канале Шитие Мое. Ну и я, конечно же, первый вопрос будет касаться базовой выкройки основы. Я не буду подробно а, вдаваться именно в базовую основу, как она из чего состоит, ну потому что это как бы закрытая информация, это материал из платного канала, поэтому мы с вами сделаем так. Значит, смотрите, вопрос звучит так. Как проверить ширину груди? Почему я отложила 1,5 сантиметра? Построение базовой основы плечевого изделия минута 13:53. То есть при построении полочки, то есть мы когда уже спинку построили, начали строить полочку, плечевую линию мы с вами уже построили и перешли именно к ширине груди. Понятно, да? То есть все, кто видел видео, понятно, о чем я говорю. Вот, ширина груди, полотнище. Я не проверяла ширину груди от центра полочки до подмышки или до вот этой вот, до проймы, да, до вот этой линии. Почему? Потому что, я сейчас объясню. Потому что я, кстати, выкройку базовую начала строить недавно, стала задумываться о ней недавно. Я ее построила практически вот недавно. И первыми вы ее увидели на канале Швейная продленка. Дело в том, что у меня была раньше, также не очень давно я ее построила, была раньше базовая выкройка, но она у меня была такая, что ли, более упрощенная, более не идеальная. Ну, такая, но я хотя ей пользовалась и пользовалась достаточно успешно. И не только я, а на канале Шитие Мое, на YouTube и на Дзене она тоже есть, эта выкройка. Но она не идеальная, я еще раз повторюсь. Идеальную я уже построила вот буквально недавно. Вы первые ее увидели на канале Швейная продленка. Я уже повторяюсь, я прошу прощения. Но о чем я? Я очень много шью, очень давно шью, более 40 лет. Да, первый раз я взяла иголку в руки в 4 года. Но, конечно же, я в 4 года не профессионально шила, это отдельная история. Но факт в том, что занялась я этим делом более 40 лет. И всю жизнь свою я шила без базовых выкроек. Всю жизнь. Дело в том, что у меня и сестра шьет, но сестра у меня шила по бурде. По бурде я пробовала, у меня не получается. Мне приходилось ее, эту выкройку всегда подгонять, переделывать, перешивать. Это очень сложно для меня. Это мне казалось, это просто хуже некуда, потому что, ну, проще, мне кажется, сделать заново, чем переделывать что-то уже сделанное. Поэтому я плюнула на это дело, я по журналам тоже не шила, а шила всегда так. Вот положила ткань между собой, свернула пополам. Если она очень тоненькая, можно в 4 сложения сразу сшить. Выкроила спинку, прорисовала. Далее, вернее, не выкрыла, а сначала мы прорисовываем спинку, далее мы на ней же делаем корректировки для полочки, то есть это, допустим, если выточки нет, это баланс на полочке, и углубление проймы, то есть углубление горловины и углубление проймы. В принципе, все корректировки. Если мы хотим выточку, мы просто делаем линию талии, спускаем ниже и уже добавляем выточку. О чем я хочу сказать? Когда я строю
допустим, краю без выкройки на ткани, повторяюсь, да, смотрите, я прорисовываю линию пройму по спинке, вот она, визуально, да, вы видите, вы понимаете, о чем я говорю. И когда я делаю корректировки для полочки, я углубляю полочку, то есть линию проймы на 1,5 сантиметра. Именно поэтому на минуте 13:53 при построении базовой выкройки я не стала измерять ширину груди, то есть это 1/2 ширина груди плюс 1/4 прибавок, и вот это вот расстояние я не проверила. Вы, конечно, можете ее проверить, потому что у нас у каждого индивидуальные фигуры, и если вы считаете, что у вас фигура нестандартная, возможно, у вас ширина груди слишком узкая, да, чем спинка, если, допустим, присутствует сутулость, либо наоборот, слишком широкая, у вас, возможно, объемная грудь, и у вас широкая, шире, чем спина, то есть вам это нужно проверить. Если вы считаете себя стандартной, то это не нужно проверять, это не обязательно, потому что у нас у всех, в основном у всех форма, то есть примерно на 2-3 сантиметра ширина груди меньше, чем ширина спины. Ну, проверьте. То есть я надеюсь, что я ответила на этот вопрос, слишком уже даже я много ему времени заняла. Ну, только вот так я могу сказать. Именно поэтому я от этой линии отложила сюда 1,5 сантиметра и углубила на 1,5 сантиметра вот эту вот часть, то есть грудь, да, ширину груди. Все. Я еще раз повторяю, вы можете проверить. Вы можете проверить, вы можете мне поверить, вы можете построить так, как построила я, и естественно, сшить макет. Вот у меня, кстати, макетные ткани. Вот я сейчас покажу. Это еще не все макетные ткани вот у меня лежат. И это старое постельное белье. Ну, вот это вот пододеяльник. Оно уже такое... Вот я бы даже не сказала, что оно старенькое, оно еще даже не старенькое. Вот единственное, что черный цвет, он такой растирался, да, вот не люблю такое постельное белье, которое вот так вот цвет меняет. Цветная часть очень даже еще миленькая, но я эти вещи оставляю как потом в будущем для макетных тканей. Почему нет? Я иногда шью что-то, придумываю для собаки, да, какие-то новые изделия, какие-то новые материалы, комбинезоны, курточки и так далее. Я и себе тоже какие-то, вот даже вот базовые выкройки, да, когда новую базовую выкройку строю, придумываю, например, вот эту последняя моя база, предпоследняя, да, моя база, это с цельнокроенным рукавом. Я себе шила тоже из макетной ткани. Вернее, это была не макетная ткань, эта ткань была катон. Кто-то очень любит катон, но он у меня был тоненький катон, такой рубашечный, наверное. Но я такие ткани не люблю. Я, в принципе, не люблю натуральные ткани, я имею в виду хлопчатобумажные, только потому что они мнутся. Да, они классные, они дышащие, они удобные, они комфортные, но мне не нравится, что я хожу в мятом. Я терпеть не могу ходить в мятом. И, кстати, даже не только потому, что я долгое время работала начальником, хоть и небольшим, но начальником, и я должна была следить за своим внешним видом в первую очередь, наверное, то есть как лицо отделения, да, прошу прощения. Но и раньше, когда я даже уборщицей работала, у меня был такой период, когда я работала уборщицей, в молодости, в 16 лет я подрабатывала, и когда я работала продавцом и так далее, я много кем работала, и в лаборатории, и, в общем, много где работала. Даже в военном штабе поработала. И когда, я имею в виду в молодости, именно вот в период взросления, да, скажем так, я училась и работала одновременно. И я никогда не позволяла себе ходить в мятой одежде. Никогда. Поэтому, ну вот, я не знаю, почему вот так вот у меня заложено. Может быть, от мамы передалось. У меня мама всегда себе наглаживала. У нее даже, вот я не знаю, ну все, даже носовые платочки никогда ты не увидишь мятыми. Все всегда наглаженное. Постирала, высушила, нагладила. Постельное белье, какие-то халатики, даже нижнее белье, простите, трусики она всегда гладила. Всегда.
Вот, поэтому, видимо, у меня еще от нее это осталось, вот это вот, чтобы всегда ты должна ходить с иголочки. Поэтому вот я себе оставила, вам советую тоже не выбрасывать старые какие-то простыни, даже если они где-то, возможно, порвались, потерлись, простыни пододеяльники. Это очень хороший материал для макетов, очень хорошая база. То есть эта ткань не тянется, не эластичная. Вы будете точно знать, что база на вас сидит, либо она не сидит. То есть вы будете точно видеть, где какие излишки или где-то добавить, или где-то изменить. Возможно, кстати, я вот, допустим, в базовой основе даю какие-то проценты, да, по поводу выточек, расположения выточек талиевых. Что по боковой, что по передней выточке, что по спинке, что по центру спинки. Но это, опять же, стандарт. Я даю в этом смысле стандарт, но вы при построении, то есть при пошиве макета, вы видите, у кого-то животик больше выпирает, чем положено, да, у кого-то спина, допустим, прямая, у кого-то спина слишком изгибистая, то есть вы тут уже корректируете эти проценты выточки. Вы можете сделать по переду меньше выточку, можете больше сделать выточку, возможно, у вас объемная грудь и нет живота, это значит выточка здесь может быть больше по переду, чем даю я, может быть по линии боковой сделать меньше выточки, то есть, ну, приталивание, и либо больше приталивания, и также по спинке вы можете сделать более вогнутую себе спинку или более прямую. Это все индивидуально. Поэтому я говорю, что вам макетная ткань понадобится. У меня уже сколько, по-моему, три пододеяльника, плюс еще простыни. В общем, я готова. Хотя сейчас мне не нужны макетные ткани, но они у меня есть. Пусть будут на всякий случай. В общем, я надеюсь, что я в полном объеме ответила на этот вопрос. Переходим к следующему. Что касается линии проймы. Тоже этот вопрос касается построения базовой выкройки. И тут я просто убеждена, если я, допустим, по выточкам я дала формулу, ну, потому что, наверное, при построении базовой выкройки слишком долго рассказывать для каждого, да, какую кому выточку. Вот именно этот вопрос, я считаю, что нужно этому вопросу нужно уделить время каждому, для каждого. Вот именно для каждого, для того, кому не села база, именно вот в районе талии, да, вот для кого не, на кого не села база, им и нужно уделить больше времени вот этому вопросу. Что касается проймы, глубины проймы, именно вот глубину проймы, да, вот, от высшей точки плеча до линеечки. Линеечка параллельно полу. Вот от высшей точки плеча и до линеечки вот здесь, где она у нас, вот, где она у нас выглядывает из подмышки. Самая верная мерка. Самая верная. Я считаю, что это лучше, то есть вот это измерение лучше, чем формула. Потому что в этом случае формула, опять же, может вам не подойти. Допустим, у вас объемная грудь. Если там, допустим, есть формула, которая считается от обхвата груди. Допустим, у вас объемная грудь, а ручки тоненькие. Тоненькая талия, тоненькие ручки, худенькие. Вам эта формула уже не подойдет. Есть формула, которая считается от длины спины. То есть длину спинки от седьмого шейного позвонка до линии талии делим пополам и, кажется, там прибавляем 3 сантиметра. Я эти точно формулы не помню, надо будет смотреть. Но если, допустим, мы с вами берем спинку, опять же, если мы с вами всю базу будем строить по формуле, да, как мы берем по формуле высоту спины, то есть длина спины до талии, от седьмого шейного позвонка до талии. Обратите внимание. Значит, мы с вами берем рост, делим на 4 и получаем длину спины.
Но если я возьму свой рост, у меня 160 сантиметров, поделю на 4, у меня получается 40. То есть у меня от седьмого шейного позвонка до линии талии должно быть 40 сантиметров. Я сейчас встану. Вот талия, да? Выточек у меня нет на халатике, но видно, вот она талия. Ее никуда не денешь. И если я свои 40 сантиметров, простите, вот здесь у меня заканчиваются мои 40 сантиметров, если от седьмого шейного позвонка, как же у меня здесь лягут выточки? Ну как? Вот как хотите, они у меня поднимутся наверх и сядут вот здесь, если я захочу что-то вот такое облегающее, правильно? То есть это уже формула мне не подходит. И по этой формуле, если я опять же свои вот эти 40 сантиметров, которые я нашла по формуле, разделю пополам и прибавлю 3 сантиметра, у меня получится офигенная пройма, но которая будет совершенно не базовая. То есть это получится 23 сантиметра, у меня получится пройма. Но это просто вау. А у меня пройма 19,5 сантиметров. То есть вот базовая пройма 19,5 сантиметров. Ручка у меня небольшая. Обхват груди 100, иногда бывает 98-102. Это вот я когда худею, не худею. Вот, ну, грубо говоря, 100. А рука у меня всего 30 сантиметров. То есть, понятно, да? Есть с пухлыми ручками женщины с маленькой грудью, есть наоборот, с большой грудью, с тоненькими ручками. То есть не всем наши формулы подходят. Поэтому я тоже думаю, что на этот вопрос я ответила. В этом случае лучше измерить. Вы, конечно, можете применить формулы. Формул несколько есть, я уже сказала, по как найти пройму. Но я считаю, что этот вопрос лучше измерить. Следующий вопрос, ну уже не по базовой выкройке. Увидели девочки, как я шью. Дочка у меня очень любит пользоваться носовыми платочками именно из натуральной ткани, то есть хлопчатобумажной, да. И я ей шью носовые платочки из тоненькой ХБшной ткани. В этот раз я сделала из бязи, она более такая плотная, у меня просто не оказалось под рукой такой более тонкой, более мягкой ткани. Но вопрос состоит в том, как подшить. Как подшить края платочка, чтобы... Я, кстати, специально для вас сделала два варианта, сейчас принесу. Так, вот они у меня два варианта. Сейчас расскажу, покажу, чем они отличаются. В общем, вопрос такой, как правильно сделать подгибку, чтобы подгибка казалась красивой, аккуратной и тоненькой. То есть не такой толстой, как, например, на постельном белье. Да, мы с вами простынь подгибаем, там чуть ли не 0,7-1 сантиметр. Вот смотрите, я покажу вам два варианта. Один вариант мне не очень нравится. Но он такой быстрый, легкий. То есть это просто частый зигзаг на бытовой швейной машине. Просто вот так вот обработала края. Почему мне не нравится? Потому что если вот приглядеться, вот эти вот ниточки придется обрезать. А будут ли они дальше выглядывать, то есть высовываться, вылазить, я уже не знаю. Но он не очень аккуратный выглядит. А вот такой, вот это московский тоненький шовчик. Вот так выглядит с изнанки. То есть это московский шов. Мы сначала с вами делаем подгибку примерно на 0,5. Далее вот так, прям в край, вот сюда, в край подгибки, мы с вами строчим примерно на миллиметр. Строчим строчку. Далее лишний припуск срезаем примерно, опять же, в миллиметр от нашей строчки. И далее мы с вами опять же делаем подгибку, она уже получается вот такая тонюсенькая, делаем подгибку и стараемся в ту же строчку строчить. Ну, у меня не всегда получается прям в ту же строчку, потому что, во-первых, я слепая, а во-вторых, я вчера... Нет, вот это вот здесь, кстати, получилось. Да, получилось ту же строчку прострочить. Вчера вечером уже строчила, поэтому свет плохой, а вечером
знают, те, кто ходит в очках, знают, каково вечером нам видеть. Да? В очках без очков, мне кажется, все равно сложно. Поэтому вот, два варианта вы для себя выбираете сами. Если у вас ткань не такая вот, хотя, мне кажется, вся натуральная ткань, она вот такая. Если вы аккуратненько отрежете, может быть, у вас получится более-менее лучше, да, вот этот вот шовчик. То есть это зигзаг, либо московская подгибка, московская двойная подгибка. Она тоненькая, она изящная, она очень даже красиво смотрится. Я вот так не вижу. Вот по сравнению с моим пальчиком, да, вот она тоненькая. Кстати, ну сколько здесь? Ну, миллиметра 3, не больше подгибка получилась. Поэтому вот это, кстати, платочки, это даже не платочки, это просто вот я для вас снимала, ну, для вас делала, показать, чтобы вам показать. Ну и думаю, заодно, ладно, пусть будут платочки. Чтобы не просто там один шов показать, а и чтобы платочки были. Я думаю, что тоже мы с вами этот вопрос обсудили. Теперь мне очень интересно, такой вопрос, значит, мне задала подписчица канала «Швейная продленка». Задает вопрос, значит, дефекты трикотажного полотна в процессе работы. Уточнила подписчица, что дефекты, то есть проколы, вот она так написала, проколы от машинной строчки. Девочки, со мной, может быть, такое случалось, но, наверное, пару раз всего в жизни. Но это как урок. Урок того, что нужно делать пробники. То есть мы берем с вами какую-то ткань, из которой мы собираемся шить. И неважно, это трикотаж, или это какой-то шелк, шифон, или что-то такое деликатное, да, даже это может быть и хлопчатобумажная ткань. Мы можем, если вы боитесь, если вы не уверены, вы можете взять маленький кусочек, вот возле кромочки отрезали маленький кусочек, и прострочите своей машинкой на этом кусочке. Вы увидите, будет ли там какая-то неприятность, какие-то затяжки, проколы, дырки, стрелки. Ну, то есть, если это, допустим, трикотаж, если ткань, иголка прорвала нитку, то может пойти стрелка, да, то есть вот неприятность. Если это случилось, вам просто нужно поменять иголку. Иголка для трикотажа существует специальная трикотажная иголка. Значит, это либо стрейч она называется, либо джерси. Есть как бы такие вот иголки. Ну и, естественно, разные номера иголок, то есть это толщина иголок или игл, да, разные. Для, естественно, для тонких тканей тонкая игла, например, номер 75, 60 есть игла, у меня такие есть, я люблю шить шифон, поэтому у меня есть такие иглы. Я шью шифон вот такой иглой. Ну и еще для трикотажа, трикотаж любит более мягкую нитку. Вот так я скажу, более мягкую. Мы с вами знаем, что нитки бывают разные, разные номера. Я сейчас не буду называть номера, потому что у каждого они свои. У кого-то этот номер, допустим, 120, у кого-то 45. Ну, вот они разные. Я, ну да, во-первых, по толщине, смотря какой трикотаж. Это может быть футер, это может быть какой-то кулирка, да, то есть я тоже не могу назвать вам конкретный какой-то номер. У меня, допустим, вот такая коробка ниток, огромная коробка ниток, и там просто разные нитки. Я стараюсь брать недорогие нитки и не самые дешевые. Я беру средние нитки, и они среднего качества, и они средней плотности, средней мягкости, и они мне подходят для всего, и для верлака, и для машинки, и для шифона, и для трикотажа.
То есть я выбираю средние, я никогда не мучаюсь, не заморачиваюсь с номерами, там, с толщиной, с плотностью и так далее, и так далее. Я просто беру, вот у нас, ну, допустим, иду в магазин, я вам даже, вот, вы меня называете профессионалом. Девочки, я не профессионал, я никогда не училась на швею, я просто всю жизнь, вот сколько себя помню, шью. Всю жизнь. Просто шью. Это не профессионализм, это мой опыт. Я рассказываю, показываю вам только то, что знаю сама, только то, что проверено мной лично. Если, допустим, вы мне задаете вопрос, а я не знаю на него ответ, я его проверяю. Проверяю на себе, на своих тканях, на своей бумаге, на своей кальке, своими линейками, своими маркерами и так далее, своими руками, своими мозгами. Я сначала это все проверю, пересмотрю, переделаю, перекрою и так далее, а потом уже расскажу вам. Вот так вот я работаю. Понимаете? То есть у меня, может быть, еще и не все в голове. Вот эти вот, конечно, дефекты трикотажного полотна меня немножечко выбили из колеи. Потому что, ну, мне, ну, может быть, когда-то лет, наверное, в 15-14, может быть, у меня и были такие проблемы, но пару раз. Просто мне потом сестра старшая, которая старше меня на год и 11 месяцев, подсказала, что нужно делать пробники. На любой ткани нужно делать пробники. Вдруг у меня затупилась игла, я давно ей шью, допустим, да, или она просто мне не подходит. Я ее когда-то там поставила и забыла, какого она номера, какого она вообще, для чего она, да. Универсальная она или для трикотажа, или еще что-то. Вот, поэтому нужно всегда проверять. Прежде чем шить, прежде чем портить вещь, нужно проверять. Маленький кусочек всегда у вас остается от кроя. Всегда есть какие-то обрезки от кроя. Вы его просто проверяете, если вам нравится. Также вы можете строчку выбрать, да, любую. Трикотажную какую-то строчку. Это же какие-то зигзаги. Это не просто зигзаг. Это, допустим, прерывистый зигзаг. Вот нижнее белье шьют прерывистым зигзагом. Это какие-то, ну, в общем, разные трикотажные строчки, разные зигзаги. Вы можете для трикотажа выбрать какой-то, то есть на пробнике вы это все делаете, на пробнике. Также, кстати, когда мы краили, когда мы делали стежку для жилетки, мы с вами брали, то есть, ну, я показывала, да, брала кусочек именно стежки, то есть я имею в виду вот эти слои все я брала и делала пробные несколько строчек. Я делала двойной иглой стежки и делала разные, очень красивые, кстати, получались строчки, и можно было выбрать просто любую. Ну, я просто делала пробники, смотрела, как это вообще, как шьет моя игла. У меня двойная была игла, как она шьет. Красиво, некрасиво, правильно, неправильно, и вообще шьет ли она такой слой, там было несколько, там была плащевка, далее синтепон такой достаточно плотный, 200, по-моему, и подложка. Подложку мы, вот эту тонюсенькую паутинку не нашли у нас в магазине, мы брали тоненький ситец. Об этом я все рассказываю в телеграм-канале «Швейная продленка» в процессе шитья, в процессе создания этой жилетки. В общем, если вам интересно, опять же, подписывайтесь, смотрите, там прям все подробненько. В общем, я тоже думаю, что я ответила на этот вопрос. Не забывайте делать тесты и проверяйте строчку. Так, что еще? Какие вопросы здесь у нас? Следующий вопрос о прибавках на брюки. И это у нас вопрос будет сегодня последний. Если вы еще какие-то вопросы будете писать, допустим, сегодня, может быть, до вечера, то я их уже оставлю, я их уже буду просто записывать, откладывать на следующую запись, на следующее видео. Значит, сегодня последний вопрос – это прибавки для брюк на синтепоне. Вот так звучит вопрос. И вопрос не только для взрослых брюк, а касается это и детских брюк. Девочки, если вы шьете по базовой выкройке основе, то вообще я бы сказала так, что нет, наверное, стандарта. Мы все, когда приходим в магазин или там на рынок, или где вы покупаете, приобретаете костюмы, да, мы примеряем и уже смотрим. Ну вот мне нравятся, допустим, свободные брючки.
чтобы было прям в них комфортно, там где-то что-то шагать, лазить по горам там и так далее. Кто-то любит в обтяжку. Вот у нас, кстати, многие, я вот вижу, да, люди по улицам ходят, иногда прям так обтянутся, что прям вот видно, что прям вот чуть-чуть наклонишься, чуть сядешь, и уже прям по шву сейчас вот разойдется. Прям аж страшно хочется взять и вставить что-нибудь, ну, в смысле, по бокам. Вот, это, конечно же, тоже все индивидуально. Но я скажу так, ну, конечно же, я должна ответить на этот вопрос. Я скажу так, если мы шьем по базовой выкройке, то есть у нас к базовой выкройке уже а, заложены прибавки на свободу. Для, естественно, тонких, легких брюк у нас заложены прибавки на свободу. Но если это брюки будут зимние, с синтепоном, неважно 100 или 200, я считаю, что по бокам, к внутренним швам, то есть ко всем срезам мы прибавим 2 сантиметра. 2 сантиметра это только на свободу, не путайте, то есть припуски на швы мы будем добавлять дополнительно, но 2 сантиметра это, я считаю, минимально. Лучше, конечно, сделать больше. Мы всегда сможем по сантиметру убрать с боковых срезов, по сантиметру убрать с внутреннего среза, с внутреннего шва. То есть мы всегда можем лишнее убрать, добавить уже будет сложнее. Так что я советую прибавить к боковым срезам 3 сантиметра, если это, опять же, зимние штаны. И также это касается и детских штанов тоже, потому что ребенку тоже будет комфортнее в свободных, чем в обтяжку, правильно? Вот, потому что базовая выкройка это у нас практически вот прям вот по фигуре. То есть там свобода минимальная. Поэтому если вы делаете, то есть кроите по базовой выкройке, то вы прибавляете по 2-3 сантиметра к каждому срезу, а потом уже корректируете для себя сами. Можно даже больше. Если вы любите, допустим, свободно, то можете даже больше. Я шила себе штаны из футера. Футер у нас немного тянется, да, он такой пластичная ткань такая, но я делала не эластичную подкладку, поэтому я делала прибавку достаточно большую. То есть к футеру я делала прибавку по 2 сантиметра к каждому срезу, а к подкладке я делала по 4 сантиметра каждому срезу. То есть тут уже нужно думать. Если это плащевка, то, конечно, лучше прибавить больше. Лучше сделать больше. Потом в любом случае вы будете, если это будет на подкладке штаны будут, то вы оставляете где-то незашитое место, вы будете выворачивать, и вы в любое время можете вывернуть, убрать лишние сантиметры по бокам, допустим, даже, и обратно вывернуть назад, то есть опять примерить. То есть вы хоть сколько можете выворачивать и примерять. Вот, поэтому я считаю, что 2-3 сантиметра это минимум каждому срезу. Вот, лучше прибавьте больше, потому что я не могу вам советовать, как вам пойдет. Может, вам не пойдет. Может, вам не пойдет узкие штаны, не пойдут. Может быть, вам не пойдут широкие штаны. Но если вы шьете не по базовой выкройке, то там уже нужно уже, наверное, уже наглядно показывать. Наглядно показывать, то есть строить и показывать. Вот так вот. Это, я не знаю, как понятно будет. Нет, если, допустим, заднюю половинку мы с вами строим, я строю 1/10 обхвата бедер плюс 1 сантиметр. Так? Переднюю половинку я строю 1/20 обхвата бедер минус 1 сантиметр. То есть я этот сантиметр убираю на спинку. И дальше, когда мы с вами строим серединку, для обычных брюк я беру, допустим, 6-8 сантиметров. Для брюк на синтепоне, я думаю, что лучше взять 10-12 сантиметров. Ну, даже, наверное, больше. Лучше 12-15 сантиметров вот так взять. Именно для серединки. К обхвату бедер я имею в виду прибавку. И уже строить дальше
сами штанины, сами вот эти вот все линии, линия сидения, линия талии. Вот. И уже при примерке, если нужно, лишнее убирать. Я думаю, так. В общем, на сегодня ваши вопросы закончились. Я, кстати, хочу показать вам, не знаю, если кто-то не видел, хочу показать вам вот такой костюмчик, который я сшила полностью по базовой выкройке основе. И это базовая выкройка основа плечевого изделия, ну, с какими-то корректировками. Обзор этого костюма я сниму дополнительно, постараюсь подробненько снять, но уже в следующем видео. А на сегодня я с вами прощаюсь, жду очередные ваши вопросы, я надеюсь, они будут. Давайте задавать ритм нашим каналам, и каналу Шитие Мое, и каналу Швейная продленка. Девочки, давайте будем активными, давайте интересоваться, делайте меня активной, делайте канал активным, и чтобы нам было всем там интересно. На сегодня всем пока, жду ваши вопросы.